Приветствую вас, мои дорогие зрители! Сегодня мы посетим средневековый замок Лемзель, развалины которого находятся в латвийском городке Лимбаже. До XIII века эти земли входили в Ливское государство Медцепола, где на горе Кесберкаунс до прихода войск архиепископа находился замок Ливов Лемиселе, который, как водилось в те далекие суровые времена, по приходу крестоносцев был разорен и сожжен. Замок рижского архиепископа предположительно построен во времена епископа Альберта в 1223 году. Однако впервые был упомянут в летописях лишь в 1318 году, когда замок был занят войсками Ливонского ордена. Судьба Лимбажского замка мало отличается от исторической судьбы множества замков в Латвии. Длительные военные действия, религиозные разборки и другие исторические события недолжным образом сказывались на состоянии замка. Я очень был удивлен информацией, что в XIV веке город Лимбаже, тогдашний Лемзель, был в составе Ганзейского союза. Этому способствовало то, что с морем город связывала тогда еще полноводная река Светупа. Лимбажский замок долгое время использовался как весенняя резиденция архиепископа, которых на территории тогдашней Ливонии было немало. И в одной из таких резиденций, расположенной в городке Рауна, мы уже бывали ранее. А вот и лисичка-сестричка подошла, заинтересовавшись шумом винтов нашего коптера. В XVI веке водные пути обмелели, и город перестал быть доступен торговым кораблям, и Лемзель пришел в упадок. Во время Ливонской войны в 1558 году в Лемзель вошли войска Ивана Грозного и сожгли его. Позже город был восстановлен, но через 9 лет крепость захватили и предали огню уже шведы. Раз за разом замок в течение боевых действий неоднократно переходил из рук в руки, меняя владельцев, государственную принадлежность и статус. В итоге в 1582 году Лемзель стал польским. И снова война, на этот раз польско-шведская. И как итог очередной пожар, а замок перешел к Швеции. Позже были разрушены и все замковые укрепления. С тех пор замок больше никто не укреплял и не восстанавливал. В итоге, по окончанию войны в городе оставалось всего лишь 3 уцелевших дома и несколько жителей. В последующие годы здание замка использовали только в качестве складского помещения. В 1621 году шведский король Густав Адольф подарил Лимбаже Риге, и в статусе собственности Риги город находился вплоть до Второй мировой войны. В начале XIX века рядом с развалинами замка был построен новый замок в стиле классицизма. В настоящее время здесь находится краеведческий музей, где можно найти множество интересных сведений об истории Лимбажа. Старый город вокруг замка тоже заслуживает внимания. Его застройка велась в XVIII – конце XIX века. В 1747 году город практически сгорел дотла. Ушло долгих 36 лет, чтобы отстроить город заново. Ну и естественно, в любом замке должны быть свои подземелья и зарытые сокровища. Из ревизионных актов польского владения следует, что замок и озеро были соединены подземным переходом, а местные старожилы утверждают, что под замком во времена шведов были закопаны бочки с золотом. Ну что, закончим наш рассказ о замке Лимбаже на этой интригующей ноте. Но не прощаемся, здесь еще есть что посмотреть и рассказать. Ну вот как-то так. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи
Пока-пока.